Война. День 229. Ситуация на фронтах. Сегодня утром россияне нанесли массированный ракетный удар по территории Украины, видимо, в отместку за подрыв Крымского моста. Вот только русские вместо нанесения удара по военным объектам бьют по гражданской инфраструктуре, улицам, энергетическим системам, детским площадкам и пешеходному мосту в парке, который, кстати, особо и не пострадал от российского удара, в отличие от Крымского моста. Также россияне нанесли удар в утренний час пик, когда количество жертв будет самое большое, в отличие от Украины, которая все свои удары по военным объектам совершает в ночное время, дабы как раз таки сократить число случайных жертв. К тому же не совсем ясно, как удар дорогостоящими ракетами по стеклянному мостику и детской площадке должны остановить украинское наступление. На момент записи видео сообщается о запуске 83 ракет, 43 из них были сбиты. Восток. Продолжаются приграничные обстрелы в Сумской и Харьковской областях. В том числе украинский генштаб сообщил, что под обстрел попало село Новоегоровка, что свидетельствует о его освобождении, хотя ранее об этом не сообщалось. Это село в северо-восточной части Харьковской области, за рекой Оскол. Украинские войска все ближе к Сватово, и уже подтверждено освобождение Стельмахивки. Трасса Р-66 под огневым контролем украинцев, но пока не перерезана. Россияне на данном направлении продолжают сосредотачивать внушительные силы, порядка 25 тысяч человек, 220 танков и 340 бронемашин. За Северским Донцом бои идут за Солидар и на подступах к Бахмуту, где наемникам Вагнера удалось продвинуться ближе к городу с востока. В районе Донецка сообщается о активизации боев в Песках и Первомайском. Там россияне пытаются оттеснить украинцев дальше от города. Им удалось захватить первую линию домов в Первомайском. Атаки на Победу и Новомихайловку были отражены. Дальше обстрелы вдоль всей линии фронта, а также Запорожья и Никополя, но о продвижениях неизвестно. Юг. Украинцы продолжают зачищать и продвигаться на оставленные россиянами позиции после прорыва обороны. Таким образом, фронт на севере Херсонской области постепенно выравнивается от Давыдова Брода до Дучан, хотя сообщается, что россияне закрепились в Миловом, в 10 километрах южнее. Также тут они выстраивают эшелонированную линию обороны, дабы не повторилась ситуация с Балаклейско-Изюмской операцией. Помимо политической важности удержания данного плацдарма на правом берегу Днепра, в особенности Херсона, единственного областного центра, захваченного после начала широкомасштабной войны, в этом есть и военный смысл, несмотря на многочисленные мнения различных экспертов. Дело в том, что хоть группировку на правом берегу содержать довольно сложно, но данная группировка также сковывает большое число украинских войск, а в случае отступления за реку Украина сможет высвободить эти войска и перебросить на другие направления. Спасибо за просмотр, буду благодарен вашим лайкам, адекватным комментариям, подписке и колокольчику. Отдельное всем спасибо, кто поддерживает канал финансово.